Всем привет! Мы снова в гостях у Лехи. Он у нас начинающий виноградарь. И в прошлый раз мы у него обрезали куст, который по сути лежал, ну, было вот такое дерево, и оно лежало на этом заборе. И вот Леха как-то все довел до ума немножко. Это вот все изменилось. Вот мы видим, у него уже тут проволочки, шпалеры, все серьезно, упоры. В общем, он серьезно к этому отнесся. Я думал, честно говоря, он просто забьет, покивал криво и успокоился. А нет. У нас сегодня 3 июня. Мы загораем, загоревшие. У нас тепло, жарко, я бы сказал, 10 градусов целых. Поэтому, ладно, погнали. Расскажи, что ты сделал. Ну, расскажи, вот что ты изменил здесь. Вот здесь у тебя было просто тупо дерево, да, и шпалер у тебя вообще не было. У тебя лежало все на заборе. И все буквально там было въевшееся прямо. Было там все въевшееся. Ну что сделал? Побывал у себя на участке, посмотрел, как делают люди грамотные. И сделал что-то похожее. Как-то так. Я смотрю, ты серьезно к этому вообще отнесся. Ну да, мне так показалось. Сделал вот такие крюки. Анкера купил такие. А, это анкера. И присобачил их вот так. Слушай, класс. Ну, талгрепный. Надо будет тоже на вооружение взять. Немножко пришлось посверлить немного тут работы такой. Ну, более-менее. Участок этот в Минске, поэтому здесь как-то потеплее и пошустрее. У меня такие побеги под укрытием, под спадбондом до сих пор. Леша свои держит без укрытия, у него как бы теплее. Город все-таки вот, ну, ты сказал, асфальт, будем тоже наша автомобильная загазованность, она как бы дает тепло больше в городе. Поэтому, ну, давай посмотрим, что тут у нас. Мы планировали, чтобы все-таки выгнать какие-то новые побеги. И что-то я не вижу, чтобы они шли. Да, от основания не идут. Не идут, потому что это такая формировочка временная, чтобы получить урожай в этом году. Сколько кусту, напомни, Леха, лет? Ой, ну где-то в 2010-м его сажали. Слушай, я не вижу, честно говоря, вообще никакого. Ну я там тоже копал. Ладно, если они отсюда пробьют, короче, выращивай еще 2 побега здесь, самых жирных, и 2 сюда, под углом 45 градусов. Я думаю, может быть, через пару-тройку неделек земля прогреется и все-таки что-то изменится. Земля, блин, холодная земля. И слабовато идет. Ты знаешь, похолодало, позавчера было теплое. И вот у нас неделю льют дожди, конечно, тут херня полная, может, поэтому земля остыла. Ладно, давай мы сначала, наверное, обломку сделаем, сформируем. Значит, вот этот, по идее, его надо было бы удалить, как слабенький, и он ниже проволоки. Но если вдруг не пойдет от основания никакой побег, ты его сформируешь на следующий год. Ну, такой кривенький будет рукавчик. Разовьем, да, как рукав, да. В следующем году тогда его подвяжешь. Вариантов нет. Этот жирный красивый оставляем. Этот жирный красивый, но он бесплодный. Смотри, уже ус появился. А нет, там маленький зачаточек гроздочки какой-то есть. В общем, если ус появился, все, грозди не будет. Ну, тут какой-то дистрофик от грозди будет. Давай пока не будем спешить. Вот здесь вот соцветие есть. Вот здесь гроздочка по-любому есть. Эти пустые. Ну, еще ладно. Эти еще понаблюдать надо. Слушай, очень много пустых, если честно. Вот с гроздочкой. Вот мощага, но гроздочка дохлая. С гроздочкой. Ой. Без гроздочки. Я уже думал, соцветие, все. Фигня, нет. Соцветие, вот. Соцветие. Ну вот соцветие, вот оно. Вот. Здесь будет гроздь. Ага, такая. Здесь, ну, такой 5 ягодок, может, будет. Вот здесь немножко. В общем, слушай, ну, если честно, у тебя в том году все очень сильно болело. У тебя аидиум просто сожрал практически все. Еле спасли урожай. Соду марганцовку мы тут... Да, Леха звонил, я ему давал всего, что делать. И он тут жахал все это содой, марганцовкой 2 раза или сколько ты обрабатывал? 2 раза. Минимум ну, 2, даже спас, 3. даже спас урожай. Да, он был какой-то не очень красивый. Ну, был, ягода желтая, но она была с таким вот, с пятнышками такими. Но Леха был счастлив, что он попробовал все-таки.
Так, ладно, давай считать побеги. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 побегов здесь. С этой стороны. Давай здесь. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И сюда завернул. Раз, два, три. Ладно. Значит, если они по-любому летом будут расти, вот здесь вот начнут тоже расти вот такие вот побежики, да, рукав должен оставаться пустым. Ты его просто берешь и обламываешь, удаляешь. Вот давай я на этом покажу. Вот здесь вот с одного глазка пошло 2 побега. Вот это называется двойничок. Видишь? Ну есть такие. Так, сейчас посмотрим. Так, здесь, слушай, он мощный, но без гроздей. Слушай, Леха, короче, вот этот двойничок, мы его, вот смотри, опа, все, нету его. Этот оставляем, но, вот на нем, кстати, есть. Ох, на нем вообще красота. Видишь, 2 гроздочки, 2 соцветия, раз, 2. Ага, ну это я тебе отправлял, помню, ты еще сказал, что... Здесь ничего не будет на этом, видишь. Ну, слушай, мощный. Куст старый, ему надо дурь куда-то все равно отдавать. Давай, наверное, пока оставим. Он мощно идет, ему надо свою энергию куда-то. Он же не догружен у нас получается. Ну да, если ему больше 4 лет, он получается у тебя не догружен. А вот, кстати, гроздочка появится, видишь? Вот соцветие. Видно? Ну вот такой вот. Ну что-то я так слабо понимаю. В общем, поверь на слово, есть оно. Оставляем здесь. Слушай, эти недоформированные. Я пока не рискну их удалять. Давай сделаем так. Вот этот сдыклик, ну, толку с него не будет. Удаляем. Этот с гроздочкой, супер. Этот супер. Этот будет гроздочка. Этот, ну, ус. Когда ус появится, ты поймешь, будет на нем гроздочка или нет. Значит, что делаем? Раз, два, 3, 4. Раз, два. Значит, давай сделаем что? Этот удалим. Хотя он удобно расположен. Этот внутрь. Так, что нам сделать? Непонятно еще нифига. Вот ус появляется. Короче, здесь не будет ничего. Его удаляем. Ну, он будет на себя просто тянуть. Удалили. Раз, два, 3, 4, 5. Все, пока так оставим. Смотри. Пойдут побеги в рост. Будешь подвязывать к каждой проволоке. Ну, у тебя там есть видео, как подвязывать, я посмотрю. Смотри, у тебя здесь распределено нормально. Ну вот по 15 сантиметров между побегами есть. Гуще не надо. Вот у тебя сейчас, ну, оно более-менее нормально. Этот подвяжешь, сформируешь. Ну вот так, например, этот немножко. У тебя место есть, сюда подвяжешь. И пойдет процесс. Здесь что у нас? Получается, в одном рукаве вот у тебя такой еще побежек идет. Раз, два, 3. Этот пустой. Ну здоровый. Ну здоровый, мощный, зараза. Его жалко, да? Это может жирует он, нет? Вот, кстати, что меня останавливает. Я боюсь, чтобы он не зажировал, поэтому я сильно обламывать тебе не буду. В идеале пустой и пустой, его нафиг удалить. Но у тебя как бы нечем особо заменить. Давай ты потом распределишь и вот будешь их... У тебя есть куда его разместить. Пускай лишняя дурь уходит. Будешь смотреть. Если тяжело эти будут идти, ну, тяжко им будет. Ну, понял. Один удалишь, больше сил на них пойдет. Поэтому... Принцип понятен. Давай пока мы его подвяжем. Вот у нас такие веревочки, есть подлиннее, есть покороче. Это один из способов подвязки. Вот смотри. Берешь веревочку. Ну, раза 4 примерно накручиваешь. Для чего это делается? Оно ерзать не будет, видишь? Ну да, понял. Да? Все, вот этот мы подвязываем, но не затягиваем. Мы ему даем свободный ход. Вот, смотри.
он будет еще утолщаться. Если мы сильно затянем, он будет утолщаться, и он передавится проволокой и веревкой в том числе. Ну все, питание не будет поступать. Питания, да, не будет, поэтому вот так вот сделали, подвязали, вот. У него свободный ход, и он ерзать не будет за счет вот этого узелка такого. Этот пока я подвязывать не буду. Давай сделаем так, вот как раз покажу. Прихватку мы сделаем. Кстати, подвязывать в идеале под узлом. Ну, видишь, оно прям посередине находится, ни туда, ни сюда. Угу. А вот этот я под узлом подвяжу, кстати. Давай сделаем так. Тоже. Раз, два, три, четыре, пускай будет. Так. И мы его под узлом. И все, он никуда не денется. Так. И так. Все. Ну, поглядывай, чтобы, если он сильно утолщаться будет. Потом немножечко его вот этот сюда пустишь, чтобы, ну, посвободнее было, чтобы они не загущены были. Ну, пока так. Здесь, в общем, оставляю как есть. Здесь у тебя, ну, их достаточно. В среднем я, вот, например, оставляю на один рукав, вот на побеге плодоносном, я оставляю, ну, 5-6. Ну, скажем, на одноплоскостной шпалере 20 побегов. 4 рукава, по 5 на каждом среднем. По 5, по 6 нормально. Здесь разобрались, эти подвязывать еще рано. Ну вот этот можем подвязать. Так, у тебя натянуто все. Красота. Ну, давай сделаем так его. Я так особо сильно пока не тянул, думаю, потом подтянем, как понадобится. Все, не, уже Нормально? подтягивать не надо. У тебя оно уже не будет сводиться в течение сезона. Поэтому я так все прихватил. Все, красота. Теперь, какой бы ветер ни был, его уже не поломает. От сильного ветра может обломаться. Ты видел, как они легко? Да, ну я поэтому и делал. 50, потом тут 30, а не 40 сантиметров. Да, да. Как ты говорил. Все правильно. У меня поначалу было через каждые 40, но, блин, это длинновато. Вот первые можно было даже чуть-чуть даже пониже. Ну, 30-ку мерил. Пораньше прихватить. А там дальше уже не страшно. Эти будут расти, будешь как бы потиху тоже их подвязывать. Ну, давай глянем, что здесь. Как бы с этим разобрались. Вот этот я тоже оставлю, хотя его нафиг, по идее, можно было удалить. Если вдруг здесь не пойдет, это как резервный, то оставишь его, из него будешь тоже формировать на следующий год, чтобы было хоть что-то у тебя, какой-то запас побегов. Будет рукавом, да? Потом? Если отсюда попрет, ты этот возьмешь и обломаешь, он тогда не понадобится. По сути, если отсюда попрут, ты вообще в идеале можешь потом все лишнее спилить, и вот с этих 4 будешь формировать куст как бы с нормальными рукавами. С этим разобрались. Так, давай здесь. Это все у нас на одном. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Блин, дохера все равно. Давай сделаем так. Смотри. Если все-таки отсюда не попрут, вот у тебя здесь и гроздочка, все дела. Вот с этого будешь тогда формировать в следующем году и положишь на проволоку. Этот тогда я удаляю. Ну, как раз под углом идет. То есть удобно будет его уложить. Давай, чтобы не перегружать, я этот удалю все-таки. Так, вот у тебя от этого будешь формировать. Второй. Ну, смотри. А что еще делал? Кристаллоном подкормил под корень. Ага. И от клеща, от вредителей прошелся. Ну да, у тебя тут клещик немножко, я вижу поврежденные листья, да. Смотри, вот этот слабенький уберем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Давай еще что-то убирать. Тяжко выбрать, потому что я не вижу соцветий. Брать особо нечего. Вот этот поменьше, но у него хоть соцветие какое-то. Короче, Леха, давай сделаем так. Сейчас я ничего не буду удалять. У тебя 8 побегов. Ты потом увидишь, где не будет грозди. Пару побегов еще удалишь, где не будут грозди. Остальные все оставишь, даже если на них не будут грозди, оставь, чтобы все-таки, чтобы сила, корни будут давить, чтобы он отдавал свою
мощь, понимаешь, питание, чтобы не зажировал куст. Поэтому пока я боюсь сейчас что-то трогать, потому что еще непонятная картина. Ну, будем действовать тогда дальше. Пока оставлю так. Ну, скорее всего, толку тут никакого не будет. Я имею в виду с этих побежек. Что-то я не вижу, чтобы что-то здесь завязывалось. Обычно он как на тех. Там сразу, вон, посмотри, какой красавец. Ну, эта сторона посильнее получается. Ну да, здесь как-то поприличнее. Может, то, что все-таки они ближе к стене, меньше было как-то. Больше тепла им было, я не знаю. Но это мы можем только догадываться. Пока так, оставляем. В общем, раз, два, три, 4, 5, 6, 8. Все. Больше 6 на нем не оставляй. Потом посмотришь, какие без соцветий пойдут, какие-то слабенькие. 2 штучки удалить точно. Остальное оставишь. Ну и нам надо дождаться поросли, да, еще отсюда. Дождаться, да, еще дождаться вот здесь поросли. Дай бог, чтобы она была. Сейчас как бы начало июня. Ну, я думаю, хотя бы к 20 июня, если что-то прострелит, если ты будешь видеть, что оно мощное и успеет вырасти и вызреть за сезон, то шансы у тебя большие. Если нет, ну что поделаешь, сформируешь из того, что есть. Ну да. И будем дальше что-то пытаться делать. Ну, пока так. В общем, там ничего не трогаешь, с этой стороны еще пару побегов удалишь. Ну и этот потом удалишь, если все-таки отсюда что-то выстрелит. Ну, все, понял. Это вот мое видение, вот насколько сходу вот что увидел, то и сказал. Спасибо, Виктор, Вот, за Леха, поддержку. Ну вот смотри, давай еще покажу. Вот у тебя он отрос, уже как бы длинненький такой, да? Давай мы прихваточку сделаем. У меня это тоже, кстати, на канале есть, чтобы его не поломало. Видишь, сделали так, под узел. И вот так мы его уже так колошматить не будет. То есть как бы он еще маленький, так, нужно да, хватить. и вот так мы еще вокруг него, чтобы закрепить. Вот так сделали. Все, его, видишь, он тоже жестко сел. Все, и его уже не колошматит так. Этот, ну, через пару дней, возможно, вот этот можешь так подвязать. Ну, зато твоя душа будет спокойна. И выберешь из них уже, вот действительно. Ну, этот точно оставишь. Вот этот оставишь, у него гроздочка есть. Хоть он немножко послабее, но у него гроздочка поприятнее. Здесь слабенькая, скорее всего, будет гроздочка. Вот из этих вот двух посмотришь, что из них лучше будет. Один из них точно удалишь. И равномерно распределять, чтобы расстояние было 10, 15, 20 сантиметров, чтобы между ними было. И у тебя такая вот будет шербочка такая. Все. Наверное, я здесь больше не нужен. В следующий раз мы приедем смотреть, какие... еще формировка нужна будет гроздями. 2 грозди у тебя, хоть ты не знаешь, что за сорт, но я видел ягоды крупные и грозди крупные. Поэтому, чтобы его не перегружать, чтобы он созрел у тебя вовремя и набрал сахар, после цветения, когда ягоды завяжутся, будут такие вот, как горох уже, да, ты уже будешь увидеть, какие хорошо опылились, потому что после опыления они могут еще осыпаться, сами ягодки. Дожди могут быть, может пройти плохо опыление. Поэтому в идеале одну гроздь удалить, но мы это... Вот такие основания. Леха так серьезно к этому. Я еще внутрь столба залил бетона где-то до сюда, наверное. Короче, подсадил я и тебя на виноград, и Андрюху. Сейчас эпизодик с Андрюхой еще сюда вставлю. А потом получилось вот это. Подсадил соседа на виноград. Все, спокойствие на этом закончилось. Псих, потом тоже буду в каждой заморозке приезжать, накрываться здесь. А куда ты денешься? Это что? Это компост такой? Компост Спрессованный? Это многолетний. Качественный продукт. Это динозавры еще тут сюда. Ну все, серьезно очень у тебя все. И вот у тебя такой рядок завидный. Я бы на твоем месте тут я планирую. еще пару кустиков бы сюда забабахал. В следующем году, если мне это понравится действие, дело туда. А это соседская, да? Это наша альфа. Подожди, откуда? Мне казалось, она Да, соседа. это альфа. Все, отсюда идет. Я понял. Ну я за ней особо не смотрю. Пообламывал сухие, да и все. А почему она у соседа растет, а не у Ну, тебя? так они его Она формировали. пришла к соседу. Так они Ну вот оно примерно вот так и было. Вот тупо висело на заборе у него все. Да, это забор людей был. Это как бы не виноград. Это Привет. просто вот. Короче, наводи порядок, выгорчивай нафиг эту альфу и вот да, сади целый ряд.
Еще, наверное, куст, получается, то и 2 сядет. А на вот этом здесь еще можно ряд посадить, если уж совсем заболеешь этим диагнозом. Пока я иван-чай ращу. Иван-чай Да, вон тут в том году был кустик, я думаю, дай-ка тоже куст. полезная вещь. Я его тут в том году цветочки просеял, и больше стало. Все, будешь чаевничать. Ладно, с Лехой прощаемся. Все, кому видео полезно, ставим лайк, подписываемся. Всем пока. Спасибо, Виктор.